Всем привет, всем привет! Сегодня у нас на канале лекция введения в паттерны проектирования. На канале планируется несколько видео по паттернам. Одно из них будет в ближайшем будущем. И на самом деле паттерны мы на канале уже затрагивали в других видео, об этом напомню чуть попозже. И поэтому я решил, что должно быть общее вводное видео, чтобы потом к этому не возвращаться и ссылаться на него в дальнейшем. Лекция теоретическая, простая, это чисто введение. Рассмотрим, что такое паттерн, классификации паттернов, антипаттерны, расскажу про книги и ресурсы для самообразования. Дополнительно посмотрим, какие паттерны мы встречаем на ежедневной основе в Unreal Engine. Их много, и большинство вы на самом деле видели, и, возможно, даже не знали, что вы их уже применяете. Паттерны — это один из способов улучшить ваш код, но это не панацея. Иногда они даже вредны, не нужно никогда усложнять сущности. Применяем всегда принцип бритвы Оккама. То есть, если у нас программа состоит из 3 классов, то не нужно градить интерфейсы, MVC. Иногда можно вообще обойтись без классов, сделать все функциональным подходом. Поэтому мастерство не в знании паттернов, а в умении грамотно применять. Лучше знать меньше, но досконально разбираться и изучить все плюсы и минусы определенных паттернов. По традиции большая просьба подписываться на телеграм-канал. Там выходят свежие новости компьютерной графики, искусственного интеллекта, анонсы новых лекций. У кого есть возможность поддержать на Boosty или Patreon, буду крайне признателен. И по традиции баннер с патронами верхнего уровня. Итак, погнали. Вначале разберемся с проблематикой, поставим цель и поговорим, что же такое паттерны и откуда они к нам пришли. Программная инженерия достаточно молодая сфера. Примерно лет 80, если рассматривать начало эры программирования с момента создания ENIAC, и в рамках человечества это ничтожно мало. Например, в сравнении с архитектурой, с проектированием мостов, зданий и так далее. И метафору архитектуры программисты именно отсюда и позаимствовали. Но несмотря на молодой возраст, наша сфера деятельности, она развивается стремительно, уже прошла большой путь. Мы с вами смотрим лекцию на YouTube, все изображения к презентации сгенерированы DALL-E 3. И это все благодаря программированию, не только, конечно, но в основном. Кода пишется много, системы становятся сложными. Задачи программирования часто очень похожи, будь то разработка сайтов, игрострой, робототехника, банковский или научный софт, или бэкэнд. При решении программистских задач код можно писать по-разному, можно написать «отложить в ящик», лишь бы работало. Можно выпускать кучу казуальных игр, зарабатывать на рекламе и моментально об этих играх забывать. Но можно заниматься и продуктом, в глобальном смысле этого слова, который постоянно развивается, улучшается, релизится пару раз в месяц и постоянно совершенствуется. И если мы будем с вами писать быдло-код для продукта, то быстро обнаружим, что новая версия идет сложнее, чем предыдущая. Время выпуска продукта увеличивается, накапливается технический долг, а время, как мы знаем, в прямом смысле эквивалентно деньгам. Задержка релиза на неделю может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов в зависимости от масштаба и размеров компании. Срыв контрактов, недовольные пользователи и тому подобное. Мы бы хотели этого избежать, делать наш продукт суперкачественным, и одним из способов решить данную проблему – это сделать разработку непрерывной. Слышали, наверное, про этот термин? Я в курсе по тестированию достаточно часто упоминал непрерывную интеграцию. Собственно, этим мы с вами и занимались весь курс. И, кстати, метафору непрерывности программисты также украли. Украли они ее у математиков. Напомню, как определяется непрерывность функции в матанализе. Функция является непрерывной, если малое изменение аргумента приводит к пропорционально малому изменению значения функции. Пределы мы сейчас с вами расписывать не будем, смысл, я надеюсь, вкратце понятен. И в упрощенном виде метафора непрерывной разработки следующая. Небольшое изменение спецификации разработанной системы должно вести к изменению одного или небольшого числа модулей, или можете считать, что классов. Не всегда это работает, но к этому нужно стремиться, собственно, как и в теории пределов. Итак, что мы можем хотеть от нашей программы, системы или игры? Хотим, чтобы код, во-первых, был простым, расширяемый, то есть добавление новых фич не должно сопровождаться болью. Желательно, чтобы связность была небольшая, чтобы мы могли разделить зоны ответственности, что позволит нескольким программистам работать параллельно и достаточно независимо. Минимизируем мердж-конфликты. Это, конечно, неизбежно, именно поэтому я и говорю про минимизацию таких вещей.
И было бы вообще супер, если бы мы могли переиспользовать наш код. На самом деле данный список можно продолжать бесконечно. Это и простота в написании тестов, защищенность и так далее. Практик, которым нужно следовать, чтобы все это работало, достаточно много. И одна из них – это паттерны проектирования. Подчеркиваю, что это лишь одно из решений. Как я говорил, сфера молодая, но уроков было выучено много. Учимся мы быстро. Поэтому программисты начали обращать внимание на закономерности. Находили решения стандартных проблем и переиспользовали их на других проектах. Как мы с вами помним, все люди ленивы, программисты тоже люди, и поэтому они также ленивы. Собственно, прогресс развивается из-за лени. В этом парадокс. Поэтому, если мы один раз уже решили задачу, то не хотелось бы ее решать снова. Поэтому в какой-то момент, а точнее в середине 90-х, появляются ребята, которые решают создать каталог таких решений и поделиться им со всем миром. Джентльменов, которые это сделали, зовут Эрик Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонс и Джон Влисседес. В кругах программистов они известны как «Банда четырех» (Gang of Four). Сами паттерны они не придумывали, они лишь изучили вопрос и систематизировали решение стандартных и не очень проблем, и более того, дали название этим решениям. Чисто теоретически, конечно, может быть, кто-то из них что-то придумал, но такой информации у меня нет. И результатом этого труда является книга «Паттерны или шаблоны проектирования». В книге описано 23 паттерна, это классический набор. Именно с этой книги я рекомендую начать изучение паттернов, то есть даже не рекомендую, а ее обязан прочитать каждый уважающий себя C++ разработчик. Звучит как ворчание, но это must-read книга. Уровень сложности средний. В предисловии они сами говорят, что не обязательно все понимать с первого раза. Я сам ее читал где-то раза 3. Первый раз тоже не особо вкурил все детали, поскольку реального опыта было мало, но со временем все станет на свои места, и, кстати, я рекомендую по программированию книги перечитывать. Совсем скоро посмотрим, как они классифицируют паттерны, а пока вернемся к архитектуре. Еще немного историй и метафор. На самом деле концепция паттернов проектирования была введена Кристофером Александром, архитектором и теоретиком урбанистики. В 70-х годах Александр предложил идею, что в архитектуре и урбанистике существуют определенные решения для часто возникающих проблем и задач, которые можно стандартизировать и использовать повторно. Он описал эти решения как паттерны, каждый из которых решает определенную проблему в контексте конкретного условия и ведет к определенным результатам. Он имел в виду, естественно, паттерны, возникающие при проектировании зданий и городов, но программисты и тут подсуетились и словечко подтырили. То есть процесс возведения дома или моста мы с нуля не изобретаем. Конечно, это может быть какое-то инновационное новое решение, но это другая история. И, собственно, то же самое происходит при конструировании программных систем. И, на самом деле, человечество применяет подобные подходы и в других сферах деятельности. Даже в творческих. Кино, литература, музыка. То есть многие сюжеты выстраиваются по определенным канонам, паттернам, меняются детали и подача. Например, существует распространенное мнение, что сюжет мультфильма «Король Лев» вдохновлен трагедией Шекспира «Гамлет». Иронично, кстати, что мультфильм вышел именно в том году, когда вышла и сама книга по паттернам проектирования в 1994. Итак, что же такое паттерн проектирования в контексте разработки программного обеспечения? Это повторное решение общей проблемы, которая возникает в различных контекстах при проектировании программы. Это не готовый к использованию код, который можно взять и вставить в программу. Это описание или шаблон для решения проблемы, который можно использовать во множестве различных ситуаций. Обычно под паттернами проектирования понимается описание взаимодействия нескольких объектов и структуры классов. Паттерн имеет имя. Благодаря этому, кстати, облегчается коммуникация между разработчиками. То есть, если мы говорим, что здесь применяется фабрика, либо итератор, то другой разработчик сразу нас понимает, о чем идет речь. И, кстати, терминология не зависит от языка программирования. Каждый паттерн нужно рассматривать досконально, комплексно. То есть вначале постановка задачи, какая проблема решается, то есть как будет выглядеть код, как он будет усложняться без применения паттерна. Далее рассматривается решение проблемы с помощью паттерна, что мы, собственно говоря, улучшаем в нашем коде. И всегда нужно рассматривать плюсы и минусы.
Ничто в этом мире не идеально, к паттернам этот принцип также применяется. Классификация дизайн-паттернов проводится по 3 основным категориям. Первое – порождающие паттерны. Паттерны этой категории предоставляют различные механизмы создания объектов, позволяя сделать систему независимой от прямого конструирования объектов, в результате чего процесс создания объектов становится более гибким и управляемым. Вторая категория – структурные паттерны. В их обязанности входит построение удобных поддержки иерархий классов. И третья категория – это поведенческие паттерны. Они решают вопросы эффективного взаимодействия и распределения обязанностей между объектами в вашей программе. В книге всего 23 паттерна, как я уже говорил. Давайте поподробнее рассмотрим каждую из категорий. Итак, порождающие паттерны. В книге их 5. Это фабричный метод, абстрактная фабрика, билдер, он же строитель, синглтон, он же одиночка, и прототип. Паттерн пул объектов в книге отсутствует, но я его сюда включил, поскольку мы его уже рассматривали в курсе по змейке. На самом деле мир на классических паттернах, которые описаны в книге, не заканчивается. Паттернов много, плюс сфера развивается, появляются новые паттерны. В целом вы сами можете придумать какой-то свой паттерн. Давайте зайдем в Unreal, посмотрим, какие имеются порождающие паттерны. В этой лекции к каждому паттерну я пример не искал. Основная мысль в том, чтобы показать, что они есть. В дальнейших видео, если будем говорить про конкретный паттерн, то, естественно, его уже будем рассматривать подробно. Чистых паттернов в Unreal не так много. Это скорее комбинации, сочетания нескольких шаблонов проектирования. Те, кто программирует C++, конечно же, знают способ создания акторов. Это метод spawnActor. В блюпринтах на самом деле то же самое. И это отчасти фабричный метод. Фабричный метод определяет общий интерфейс для создания объектов. Это с одной стороны. С другой стороны, в данном методе скрыты детали реализации. Выделение памяти, регистрация актора в мире игры. Это структурный паттерн, он называется фасад, о нем поговорим чуть попозже. В большом проекте у вас, скорее всего, будет своя собственная фабрика, которая использует метод spawnActor и выдает указатели на объекты конкретно ваших акторов, паунов, чарактеров. Плюс в фабричных методах можно дополнительно инкапсулировать инициализацию, то есть вызов каких-то сеттеров, init-функций и тому подобное. Если за паттерны засядете, то в первую очередь рекомендую изучить их на чистом C++, чтобы понять все основные концепты паттерна на супер-ванильном варианте. Аналогичная функция для базовых объектов UObject, который называется newObject. На самом деле в самом движке есть классы, которые относятся к фабрикам, например, класс uFactory. Выполним поиск. Нажмем на любое вхождение и нажмем F12. uFactory наследуется от базового класса uObject, но основное, что нас здесь может интересовать, это метод FactoryCreateNew. Метод виртуальный, его можно переопределить и добавить дополнительный функционал при создании объекта. И если мы используем в нашем клиентском коде фабрику, то при изменении способа создания объекта или каких-то деталей нам необходимо будет поменять код только в фабрике. А все места, которые используют фабричный метод, останутся нетронутыми. Возвращаемся назад. Давайте теперь поговорим про синглтоны. Их в Unreal очень много. Но опять же они не классические. Например, указатель на мир в акторах можно получить с помощью функции getWorld. И данный объект в рамках уровня существует в единственном экземпляре. Но сам класс не совсем синглтон. Если мы нажмем F12 и провалимся в класс uWorld, то можно видеть, что это также uObject. И в целом никто не запрещает нам создать еще один экземпляр класса uWorld. Конечно, у вас ничего не получится, поскольку инициализация нетривиальная. Все это происходит в недрах движка. Но смысл в том, что в классическом синглтоне единственность экземпляра класса гарантирует сам класс. То есть, грубо говоря, конструктор делается защищенным или приватным. То есть напрямую вы никак такой объект не создадите. Добавляется метод, например, getInstance, который один раз создает экземпляр собственного класса. Записывает его в статический член класса и при следующем обращении просто возвращает данный экземпляр. Или, например, объект класса GameInstance. Его экземпляр уникален на протяжении всей игры.
Получить указатель можно с помощью метода uWorldGameInstance. И можно обратить внимание, что помимо метода getGameInstance имеется метод setGameInstance. Это, кстати, момент дополнения к теме инициализации объекта uWorld, то есть движок проставляет указатель на GameInstance при создании объекта uWorld. Еще у нас имеется глобальный объект класса движка JEngine. В нем имеется также указатель на singleton userSettings. Метод называется getGameUserSettings. И, кстати, сам метод похож на концепцию синглтона, про которую я говорил. То есть здесь имеется отложенная инициализация, lazy initialization. Если указатель GameUserSettings нулевой, то GameUserSettings создаются, а если не нулевой, то просто он возвращается. Отложенность инициализации заключается в том, что объект класса GameUserSettings создастся при первом вызове метода getGameUserSettings, не раньше. Ну или подсистемы. Имеется шаблонный метод getEngineSubsystem. Можно провалиться ниже в getSubsystem. Еще ниже. И класс называется uSubsystem. То есть объекты subsystem существуют в единственном экземпляре. Вверху можно почитать, как использовать. И движок создает их автоматически. И в рамках проекта «Змейка» на канале мы с вами создали пул объектов. То есть данный класс отвечает за создание звеньев змейки и записывает указатель на акторы во внутреннюю структуру данных. У нас это с вами был просто массивчик. И смысл в том, что когда, например, змея помирает, мы рестартуем игру, то новая змейка будет создана просто из акторов, которые уже находятся в пуле. И таким образом мы память заново не выделяем. Если пул пустой, то да, придется спаунить. И плюс вначале можно зарезервировать, например, 20 элементов тела змейки, а в больших проектах данные пулы вообще можно динамически просчитывать. То есть их можно в целом адаптировать под игрока. То есть чем меньше динамического выделения памяти, тем лучше для системы. Но bottleneck в том, что в памяти загружены объекты, которые по факту не используются. Именно поэтому я и говорил, что всегда нужно рассматривать и плюсы, и минусы. Далее у нас идут структурные паттерны, которые отвечают за построение иерархии классов. Здесь все по классике. Это адаптер, мост, компоновщик, декоратор, фасад, flyweight, AK легковес и также прокси. Всего 7 штук. Снова ныряем в движок. Самый известный структурный паттерн в Unreal это компоновщик. То есть система компонентов в Unreal реализована благодаря данному паттерну. Например, static mesh компонент наследуется от mesh компонента, от примитивного компонента. Далее идет scene компонент, который имеет трансформацию, и базовый класс компонентов actor component, который в свою очередь является уже uObject. У актора имеется во внутреннем представлении массив actor компонентов, который добавляет актору определенный функционал. Такой вид отношений в программировании называется композиция. И более того, scene-компоненты можно группировать в древовидные структуры, то есть приатачивать один компонент к другому. Далее, фасад. Я бы сказал, это вообще один из основных паттернов в движке. Суть фасада в том, что он предоставляет упрощенный интерфейс к сложной системе. То есть, например, библиотека Gameplay Statics. Взять можно абсолютно любую функцию, например, get all actors of class. То есть, понятно, мы можем и напрямую писать похожий код, то есть итерировать по всем акторам в мире игры. Но если есть удобные точки входа, то можно их использовать. Или, например, тот же spawn actor. Можно все необходимые функции движка вызвать и вручную, но очень легко ошибиться, что-то упустить, поэтому лучше использовать функцию spawn actor. То есть, как я и говорил, концептов в spawn actor несколько. И фабричный метод, и фасад. Или, например, тот же HTTP request. В модуле куча низкоуровневой логики, создание HTTP запросов. Все нужно делать по HTTP протоколу. В Unreal используется curl, либо CURL. А HTTP модуль предоставляет нам прекрасный интерфейс, который прост в использовании. Мы создаем request, подписываемся на callback'и, устанавливаем URL, устанавливаем метод запроса,
и отправляем запрос к серверу. Как движок это будет делать на уровне своего фреймворка, это неинтересно. Плюс, возможно, какие-то детали кроссплатформенности, потом может и библиотека в какой-то момент поменяться, но наш клиентский код это никак не затронет. Если они, конечно, имена методов не поменяют, но это скорее будет исключение из правил. Другой паттерн-адаптер, кстати, очень похож на фасад, но он обычно оборачивает какой-то один класс, а фасад — систему классов. Следующий паттерн — прокси, либо другое название — заместитель. Те, кто работал с сеткой в Unreal, знают, что у акторов имеется property роль. Это инамчик, в элементах которого имеются, например, simulated proxy, autonomous proxy. То есть это реплицируемые объекты, то есть некие объекты-заменители. То есть авторизованный объект где-то на серваке, а локально у нас заместитель. С помощью прокси решаются вопросы и защиты доступа, и кэширования. То есть, грубо говоря, если, например, кто-то играет в онлайн-шутер, то сторонний наблюдатель не сможет сказать, играет человек с ботами, либо онлайн с друзьями. И третья категория — это поведенческие паттерны. Они отвечают за взаимодействие между объектами. Это команда, состояние, медиатор, итератор, наблюдатель и так далее. Всего 11 штук. Так, ну я думаю, самый известный поведенческий паттерн для разработчика C++ это, естественно, итератор. Итераторы умеют обходить некую последовательность элементов определенного типа, не раскрывая внутреннего представления. C++ контейнеры имеют функции begin-end, которые возвращают итераторы на первый и последний элемент контейнера, и дальше в цикле контейнер можно обходить. В Unreal, я думаю, тоже многие видели итераторы. Например, можно сделать обход по всем акторам мира игры или, например, по плеер-контроллерам. Следующий паттерн, который мы используем практически в любом проекте, это, естественно, наблюдатель. В терминологии Unreal это делегат, в других фреймворках это может быть event или сигнал. Смысл в том, что объект умеет диспатчить события, и ему абсолютно все равно, кто будет на данное событие реагировать. Например, можно подписаться на any damage, то есть реагировать при получении любого урона, точечного либо сферического. И на самом деле при разработке змейки мы с вами реализовывали паттерн наблюдатель. Наша модельная игра умеет диспатчить события, и любой клиентский код может подписаться на данное событие и как-то реагировать. И глобально концепт очень простенький, просто во внутренний контейнер добавляются указатели на функции. И когда возникает какое-то событие, мы просто все функции вызываем. Что с точки зрения клиентского кода означает просто вызов callback, то есть функции, которую мы подписали на обновление. И преимущество в том, что если мы, например, хотим перенести данный класс в какой-то другой проект, то мы не потянем за собой никакой клиентский код, поскольку класс, который диспатчит события, ничего не знает о внешнем мире. Он просто говорит, да, у меня какое-то событие произошло, кто подписался, я ему и отправил его. Следующий паттерн — паттерн состояния. Я бы сказал, это один из самых распространенных паттернов в принципе в программировании, поскольку state-машины встречаются везде. Вспомните тот же анимационный граф. И вместо того, чтобы реализовывать state-машину с кучей ифов или кейсов в switch-операторе, создается базовый класс для состояния, создаются конкретные состояния, и контекст их переключает. То есть все данные, дополнительная логика просто инкапсулирована в отдельном объекте состояния. Следующий паттерн — стратегия. И не поверите, мы его также создавали в змейке, когда выносили алгоритм рандомизации еды на поле в отдельный класс. То есть паттерн стратегия инкапсулирует алгоритм. То есть код у нас работает на интерфейсе, а при создании игры мы просто в конструкторе инжектим нужный нам алгоритм. Можно и динамически его менять, все зависит от конкретной задачи. Напоминаю, я могу просто реализовать наш интерфейс iPosition Randomizer и реализовать всего лишь одну абстрактную функцию GeneratePosition. Например, я придумал более эффективный алгоритм для генерации еды на нашей доске. И после этого в конструкторе игры просто передам новый алгоритм. И это все. И благодаря этому наш код становится тестируемым. Поскольку если бы позиция еды генерировалась рандомно, то наш тест был бы недетерминированным. А благодаря нашему интерфейсу, паттерну стратегия, мы в тестах просто замокаем наш рандомизатор. То есть мы делали аналогичную схему, просто реализовывали интерфейс, но в GeneratePosition у нас не рандом,
а выдача конкретных значений из массива, который мы установили. И таким образом генератор позиции всегда детерминированный, и мы можем нормально проводить тест. То есть двигаемся на 2 клетки вперед и точно знаем, что там еда. Следующий паттерн — команда. Далеко можно не ходить, в тех же тестах имеются латентные команды. Команда — это поведенческий паттерн, который превращает запросы в объекты. То есть еще одна форма инкапсуляции. И у команды обычно делают виртуальный метод, который называется execute. А что она выполняет и в каком контексте, это зависит уже от задач. В тестах это обычно проверка каких-то условий, либо закрытие теста. И при определении латентной команды просто создается класс, который наследуется от базового класса iAutomationLatent_Command. Здесь виртуальная функция называется не execute update, но смысл такой же. Просто в тестах данный update может вызываться несколько раз. Плюс имеются рендер команды. Или, например, можно провести аналогию с предыдущим видео. Шорткаты, хоткеи. Имеется класс менеджер хоткеев. Там стоит хук, слушатель на виндовскую процедуру обработки сообщений. Фиксируется хоткей, проверяется, есть ли какой-нибудь экшен к данному хоткею. И, собственно, экшен — это не что иное, как команда. И если данная команда найдена, то вызывается ее метод execute. А что там в execute произойдет менеджеру хоткеев, неважно. Выровняется ли у вас код, либо откроется какое-нибудь дополнительное окно. Это уже не его забота. И, кстати, паттерн, который идет по соседству с командой, это memento. Данный паттерн умеет запоминать текущее состояние объекта, и если мы хотим откатиться назад, то он умеет его восстанавливать. Напишите, кстати, в комментариях топ-5 паттернов, которые вы бы хотели, чтобы мы рассмотрели более подробно. И теперь видно, например, сколько паттернов мы уже с вами рассмотрели на проекте «Змейка». То есть это паттерн-стратегия для генерации рандомной позиции еды на доске, Object Pool для кэширования кубиков змейки, наблюдатель, observer, то есть наша модельная игра умеет отправлять события. Косвенно использовали компоновщик, factory метод, фасад, синглтон для пользовательских настроек, паттерн команда в тестах. И глобально вся архитектура змейки — это упрощенный MVC. Об этом сейчас также поговорим. Давайте теперь посмотрим, что можно почитать на тему паттернов, как я уже и говорил. Основная книга — это книга «Банды 4», паттерны, шаблоны проектирования. Далее имеется отличный сайт sourcemaking.com. Там предоставлен каталог всех паттернов. И третий ресурс — это паттерны игрового программирования. Давайте по онлайн-ресурсам быстренько пробежимся. Итак, sourcemaking.com. На главной странице имеется главная категория — это Design Patterns. Все паттерны сгруппированы по 3 категориям, которые мы сегодня рассматривали. То есть порождающие, структурные и поведенческие. И каждый паттерн достаточно подробно разобран. Постановка проблемы, обсуждение, структура, также модельный пример, плюсы и минусы паттерна. И в самом низу имеются примеры на разных языках программирования. Нас интересует C++. То есть каждому паттерну имеется минимальный код. Помимо этого, на данном сайте имеется каталог антипаттернов. Также совсем скоро про это скажу. Можете посерфить, почитать, какие бывают антипаттерны. Отдельный раздел посвящен рефакторингу. Рефакторингов очень много, можно потихонечку читать. И 4-й раздел — это по диаграммам по UML. Второй сайт — это сайт по паттернам проектирования в игрострое. Данная книга, по-моему, написана бывшим сотрудником Electronic Arts. И веб-версия абсолютно бесплатна. Есть классические паттерны, которые мы с вами рассматривали, а имеются специфические концепты, которые относятся к играм. Я читал ее достаточно давно, если честно, не был от нее в восторге. Некоторые моменты мне показались за уши притянутыми, но старых заметок нету по данной книге, поэтому рецензию нормальную сделать сейчас не могу. Собственно, один из поводов перечитать данный ресурс. Но в целом она ок, то есть на твердую 4 точно. Двигаемся дальше. На самом деле, помимо паттернов, шаблонов проектирования, имеется еще одна более высокоуровневая группа паттернов. Данная группа называется архитектурные паттерны. Эти паттерны ориентированы на построение архитектуры всей системы или ее ключевых частей.
Их достаточно большое количество, на слайде я указал только некоторые. Всем, я думаю, известна клиент-серверная архитектура. Сайт, приложение предоставляют юзеру интерфейс, фронтенд, а все пользовательские данные, алгоритмы приложения, например, заказ такси, находятся в облаке на бэкэнде. Также имеются архитектуры семейства MV, Model View Controller, Model View Presenter, Model View View Model, которые отделяют модель от представления. При разработке змейки мы, кстати, применяли MVC, то есть у нас основная модель, базовая логика змейки независима от Unreal вообще, чистый C++. Интерфейс и акторы — это представление, view, а GameMod все связывает, он является контроллером. И самое интересное, что совсем скоро в отдельном видео мы с вами рассмотрим именно архитектурный паттерн Model View View Model. В Unreal в бета-версии имеется View Model плагин, который позволяет красиво отделить интерфейс UMG от данных и по-умному их связать. И для примера я еще несколько на слайде указал. Имеется многослойная архитектура, событийно-ориентированная архитектура, Event-Driven Architecture, EDA, архитектура микросервисов и многие другие. Кому интересно поизучать архитектурные паттерны, можно почитать сайт Мартина Фаулера. У него имеется отдельная книжка по Enterprise шаблонам. Это выходит за рамки геймдева, хотя мы знаем, что принципы везде одинаковые, поэтому полезно будет. И, кстати, в Unreal имеется парочку Enterprise штук типа Event Bus. И еще имеется одна неплохая книжка по доменно-ориентированному дизайну. Раз есть свет, значит есть и тьма. Помимо паттернов имеется понятие антипаттернов. У них также имеются имена. Это и раздутый класс, лава-код, полтергейсты, спагетти-код и тому подобное. То есть плохие практики также повторяются у разных разработчиков. И в них тоже можно найти закономерности. На сайте sourcemaking.com имеется целый раздел с антипаттернами, поэтому можете посерфить. Кстати, понятие рефакторинга достаточно тесно связано со всем этим, то есть с паттернами, антипаттернами. С помощью методов рефакторинга можно улучшить код, то есть, например, убить какой-нибудь антипаттерн. И если есть необходимость, то привести весь код к известному хорошему паттерну. И напоминаю, что понятие рефакторинга ввел Мартин Фаулер, о котором мы с вами сегодня уже говорили. И у него имеется отличная книга по рефакторингу, так сказать, из первых рук. Для паттернов я создал отдельные вики. Во-первых, все ссылки к данному видео будут здесь. И также, когда на канале будут появляться видео про паттерны, буду добавлять их в данные вики. Ссылочка на вики будет в описании к видео. Итак, сегодня вкратце рассмотрели историю возникновения паттернов, как они классифицируются, что читать. Понятно, что основные концепты желательно знать, поскольку в любом софте они встречаются. Терминология одинаковая. В дальнейших видео будем разбираться уже с конкретными паттернами. На этом видео подходит к концу. Всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока.